Добро пожаловать в Таиланд. Здесь можно потеряться в ночном хаосе Бангкока и найти умиротворение в древних храмах, проверить свои границы в еде и побывать на улицах, где отсутствуют всякие границы. Получить поцелуй от слона и удар от кикбоксера. Узнать, как выглядит рай и каким чудовищным может быть ад. Привет, я Кирилл. Привет, а я Катя. И это болгарские перцы в Таиланде. И на всякий случай, для тех, кто из России, мы должны сказать, что ЛГБТ является экстремистской организацией. Свое путешествие по Таиланду мы начали с его столицы. Города, который славится своей атмосферой свободы, где можно купить как вкусной уличной еды, так и легальных наркотиков в придачу с проститутками. А вот летать на дроне нельзя. Поэтому, первым делом прилетев в Бангкок, мы поспешили за разрешением на управление дроном в Национальную комиссию по радиочастотам. Иначе здесь можно получить огромный штраф. Штрафы на полеты без разрешения доходят до каких-то абсурдных $3000. Но вернемся к городу. Бангкок делит на две половины судоходная река Чао-Прая. Что? Чокопай? Никакой не Чокопай, Чао-Прая. По обеим сторонам реки расположены старинные храмы, современные небоскребы, да и вообще все главные достопримечательности города. Передвигаться между ними удобно, так как здешний общественный транспорт включает в себя и паромы, на один из которых мы купили билет. Цена билета на одного немногим больше $1. И тут мы даже встретили тайского Дениса Дороха. Да. Бангкок – самый посещаемый туристами город в мире. Таких туристов, как мы, за 2024 год в нем побывало 32,5 миллиона человек. В том числе они приезжают сюда и за шопингом. Ведь здесь можно найти все. От брендовых бутиков и ультрасовременных торговых центров до хаотичных уличных рынков, где и торг уместен. How much it cost? $10. I give you $5. $15. Мы не умеем торговаться. Но в первую очередь Бангкок, как в целом и Таиланд, это бесконечный выбор всевозможной еды. Здесь едят буквально все. Даже пробегающего мимо таракана не брезгают употребить в пищу. Также Таиланд – это настоящее королевство, где глубоко почитают монархию. Поэтому мы приплыли посмотреть, что из себя представляет резиденция настоящего короля. Это Королевский дворец. Королевская династия жила здесь с момента основания Бангкока, куда король Рама I перенес столицу Сиама. Сиам – древнее название Таиланда, которое использовалось до 1949 года. А династия Рамы правит Таиландом и в наши дни. С основания Бангкока и начала правления Рамы I прошло 243 года. И сейчас на престоле сидит уже 10-й Рама. А его портреты встречаются просто повсеместно. На каждой купюре, кстати, красуется тоже королевское лицо. И не дай вам бог на него наступить. В Таиланде это уголовное преступление. И вообще здесь очень много разных запретов. Одно из таких – нельзя трогать тайца за голову, ведь считается, что в голове живет душа. Видимо, ее можно только бить. За это, конечно, не штрафуют, но тайцу тем самым вы нанесете серьезное оскорбление. Кстати, если вы планировали встретить тайского короля в его дворце, то это не удастся. Королевская семья здесь не живет с середины 20 века. Да и говорят, что современный король предпочитает проводить время в Европе, нежели в родной стране. Странное времяпрепровождение. Но кто мы такие, чтобы судить? Территория вокруг – это храмы. Как, например, храм изумрудного Будды, где хранится национальная святыня – статуя Будды, вырезанная из нефрита, из цельного нефрита. Каждый день тысячи туристов приходят в этот храм, чтобы увидеть нефритового Будду. Однако внутри строго следят за тем, чтобы никто не вел съемку. Но, несмотря на все запреты, нам все же удалось сделать один кадр.
Здешние храмы отличаются от вьетнамских. Во Вьетнаме более скромное оформление и центральный элемент – пагода. Да, о Вьетнаме у нас тоже есть выпуск. Ссылка на ролик в описании. А храмы Таиланда украшены яркими золотыми элементами, сложными орнаментами, имеют высокие многослойные крыши с загнутыми вверх углами, подобно языкам пламени. И центральный элемент в них не пагоды, а ступы, напоминающие гигантские колокола. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И подпишись. Несмотря на обилие позолоченной краски, здесь нет ощущения какой-то цыганщины, и все выглядит довольно органично. Ну и помимо туристов, это место, разумеется, притягивает буддистов со всей Азии. Кстати, о буддизме. В Таиланде используется буддийский календарь, который на 543 года впереди западного календаря. Сейчас, в декабре 2024 года, в Таиланде 2567 год. Буддийский календарь отсчитывает годы от предполагаемой даты ухода Будды из материального мира. И он широко используется в официальных и культурных аспектах жизни страны. Буддизм в Таиланде как основа жизни. Его влияние видно во всем, от повседневных ритуалов до государственных праздников. А этот храм находится рядом с территорией Королевского дворца и располагает огромной статуей лежачего Будды. Когда Будду изображают в лежачем положении, значит, он достиг нирваны. Нирвана – это группа. Ну а если серьезно, нирвана – это завершение цикла перерождений. То есть это не рай, а небытие. Так же, как и Будда, не бог, а учитель, показавший людям путь к просветлению. Тайские храмы похожи друг на друга, и если вы побывали хотя бы в одном комплексе, то в другие заходить смысла нет, кроме одного. Ватарун расположен на противоположном от Королевского дворца берегу реки Чао-Прая. И, кстати, вид с воды на него потрясающий. Вход сюда обойдется около $6 на человека. Этот храм – настоящая визитная карточка Бангкока. И, конечно, один из главных фонов для фотосессий в традиционных тайских нарядах. Как можно заметить, Ватарун щедро украшен разноцветной керамической мозаикой. Вся эта керамика была привезена китайскими кораблями еще в 17 веке. И тогда же началось строительство самого главного элемента. Нет, не это, вот это. Но изначальная конструкция была намного меньше, а свой звездный час храм получил в веке 19, когда центральную ступу увеличили до 70 метров. Давайте поднимемся на нее. О, ступеньки здесь очень крутые. На самый верх мы не поднялись из-за ограждений, ведь мы пришли почти под закрытие, лишь немного потолпились на втором ярусе из 5. Этот храм имеет альтернативное название – Храм Утренней Зари, потому что на рассвете он особенно прекрасный. Но, к сожалению, мы не можем в этом убедиться. Мы совы и не встаем в 6 утра. Тем не менее, эта достопримечательность стоит посещения и действительно производит впечатление. Но не забудьте накрыть плечи и колени. Буддистские храмы – это вам не тайские пляжи. Что еще поражает здесь, в отличие от Вьетнама, здесь прям идеальная чистота даже в каких-то закоулках. И движение здесь не такое хаотичное, как вьетнамское. Тайцы дисциплинированы и соблюдают правила дорожного движения. Да и, пожалуй, тайский транспорт – это вообще отдельная тема для разговора. Ну и, конечно, невозможно побывать в Бангкоке и не покататься на тук-туке. Но не забывайте торговаться с водителем. Тук-тук – это настоящая тайская колесница безумия. Вся в огнях, неоновом тюнинге и с ревущим мотором, больше похожа на мотоцикл, чем на машину. Этот вид транспорта – квинтэссенция колорита и атмосферы Бангкока. Но с практичностью у него не все так гладко. Как и рядовое такси, тук-тук не застрахован от пробок, а в Бангкоке они регулярные. Поэтому, если вам нужно добраться быстро, лучшим вариантом будет байк-такси, который отлично маневрирует в потоке. А вот самый бюджетный способ передвижения по городу – это общественный транспорт. Здесь курсируют автобусы разных типов комфорта, а процесс получения билета в них больше напоминает некий кондукторский ритуал.
Ну и, конечно, метро. Один из самых удобных способов передвижения. Средняя цена проезда здесь от 50 центов до $1. Вместо привычных билетов используются магнитные жетоны, которые нужно отсканировать на входе. Но что действительно удивляет, тайцы выстраиваются в аккуратной очереди, ожидая посадки. Дисциплина! Сами вагоны метро довольно стандартные, но чистые. На выходе, кстати, есть важный нюанс. Жетон нужно вернуть. Также в дополнение к метро подземному в Бангкоке имеется и метро надземное в виде этого шикарного монорельса. Он позволяет избежать пробок и к тому же открывает потрясающие виды на город. Ну а теперь, когда в Бангкоке наступил вечер и загорелись огни, давайте познакомимся с его ночной жизнью. Добро пожаловать на Каосан Род, мекку для бэкпекеров вроде нас. И если вы тоже впервые узнали об этом слове, то это справка для вас. Бэкпекер – это путешественник, который предпочитает самостоятельные бюджетные поездки с минимальным количеством вещей, обычно уместившихся в рюкзаке. Начнем с крошечной исторической справки. Каосан переводится как «молотый рис», и раньше здесь был оживленный рынок. Но в 80-х годах все изменилось. Здесь стало шумно и весело, что привлекало туристов со всего мира. А в 2024-м сюда приехали мы, и сейчас мы посмотрим, что сделается. Пока выглядит довольно обыденно. Туристические лавки, сувениры, уличная еда, кафе и рестораны. Все это создает ощущение обычного туристического района. Но это только иллюзия. Ведь после 8 вечера Каосан просыпается по-настоящему. Улица превращается в яркий, шумный, безбашенный праздник. Клубы, бары, живая музыка, уличные артисты. Здесь все смешивается в единый хаос. Уровень шума просто запредельный, но атмосфера охрененная. Культурный шок. И, конечно, здесь множество магазинов, торгующих тем, что легализовано далеко не во всех странах. И для того, чтобы выпуск получился интереснее, мы взяли попробовать кекс с травкой. Вову, жена, ты мне оставь. Пока ничего не происходит, но... Эффект мы почувствовали не сразу, а спустя час. Но голову нам снесло так же сильно, как сносит голову при виде тайских трансвеститов у европейских пенсионеров. Невозможно было не пускаться в пляс, когда все вокруг на одной волне с тобой. В этом вихре цветов и звуков понимаешь, что Каосан Род – это не улица, а состояние души. А вообще здесь должен быть дисклеймер, что... Как я уже говорил, наркотики – это плохо. Если вы употребляете наркотики, вы плохие, потому что наркотики – это плохо. Как же после этого кекса хочется покушать. И здесь, естественно, можно попробовать все. От классического том-яма до таких вот вещей. Сейчас ты будешь звездой. А, ну вот он их и жарит. Я хочу чем-то это запить. Я, конечно, люблю попробовать всякий трэш, но до такого я еще никогда не опускался. Итак, это какая-то гусеница, господи. Как чипсинка. Так, это побольше. Если не думать, что я ем, то нормально. Но вообще очень похоже на семечки. Они все это жарят в масле, а все высохшее напоминает семечки, да. Так, а это кузнечик. Я надеюсь, что он будет не хуже. Все так же. Пока что все по вкусу очень похоже. Ну вот, личинка шелкопряда. Одну минутку. Офигеть, он как сладкая вата. Серьезно? Да, видимо, паутина его поджарилась и получилась сладкая вата. Это личинка. Не успевает фокусироваться. Ой, Чё? личинка не прикольная. Нет? Ты такое не пробовал? Нет. Она была жидкая внутри, я не был готов.
Вообще, подобная экзотика – это больше туристический аттракцион, нежели какие-то традиции. Аттракцион так себе. Но одним Каосаном ночная жизнь Бангкока не ограничивается. В этом городе есть улицы для каждого, с разной атмосферой и настроением. Одна из таких – Сой 4, известная улица для ЛГБТ-сообщества. Здесь никто не осуждает, никто не прячется. В воздухе смех, коктейли, громкая музыка, а вокруг люди, которым не нужно притворяться кем-то другим. Но здесь не так многолюдно, как на следующей улице, которая по уровню безумия способна дать фору Каосану. Это самая знаменитая улица красных фонарей Бангкока. Здесь неоновые огни светятся ярче, чем днем солнце, и это эпицентр взрослого досуга. Эта улица носит название Сой Ковбой в честь первого афроамериканца, который открыл здесь бар в 70-х годах. Его прозвали Ковбой, потому что он любил носить шляпы в стиле Дикого Запада. Этот ковбой решил, что Бангкоку нужен его собственный Дикий Запад, только за предельным уровнем неонового безумия, где вечеринки не утихают до утра, а полуобнаженные барышни и мужчины, похожие на барышень, будут предлагать свои услуги. Ты чё? Пройдя 50 метров по этой улице, нам настоятельно рекомендовали убрать камеру по понятным причинам. И мы зашли в одно из заведений посмотреть на так называемое пинг-понг-шоу. Слов нет, это просто культурнейший шок. Просто что эти женщины вытворяли там, не поддается вообще какому-то разумному объяснению. Сначала нас встретила такая картина. Стояло 20 голых девушек, они мило танцевали, а потом началась лютая содомия. Они вставляли себе в вагины трубочки и стреляли из них дротиками, чтобы лопать шарики. Я не знаю, это чудо вагины. Я говорю, я пришел к выводу, то, что вагины не изучены до конца. Это просто какой-то трэш. Когда она вставила сигарету, вот нагнулась раком и начала ее вот прям люто втягивать, я не видел, чтобы ни один мужчина на земле курил так сигареты. Это было просто прозрение какое-то. Ни хрена, что здесь за вещи происходят. То есть, ну, вот, стереотипный Таиланд, о котором ты слышал, вот он здесь. Но оставим ночные непотребства и продолжим знакомиться с городскими достопримечательностями. И наша следующая локация – плавучий рынок Таллингчан. Исторически плавучие рынки появились из-за системы каналов, которые были важными транспортными путями в Бангкоке. В воде водится много рыбы, которую тут же готовят на гриле. Такие рынки сегодня сохраняют свою атмосферу больше для туристов, чем для местных жителей. Но это никак не умаляет их очарования. Ну и, конечно, мы взяли здесь экскурсию на лодке, так как Бангкок известен как азиатская Венеция. Но в отличие от Венеции, где гондольер в тельняшке неспешно управляет лодкой одним лишь веслом, в Бангкоке лодки оборудованы мощными моторами, которые с ревом разгоняют их по узким каналам. Как только лодка отходит от рынка, шум торговцев и аромат жареной рыбы остаются позади, а перед нами открывается совсем другой Бангкок. Каналы, или клонги, когда-то были основными улицами города. Здесь кипела жизнь, лодки заменяли машины, а дома и магазины стояли прямо на сваях. Сейчас большинство каналов засыпаны или заменены дорогами, но в этой части города время будто застыло. По берегам стоят на сваях деревянные дома, где люди до сих пор живут в ритме старого Бангкока, и можно одним глазком увидеть их быт. Кто-то стирает одежду прямо у воды, кто-то разводит в саду экзотические цветы, а с небольших пристаней можно наловить много рыбы себе на ужин. Ведь в воде этих каналов, как вы видели, плавает множество сомов. Мы рыбу не ловили, а наоборот, кормили. Ведь помимо доброго дела, в Азии говорят, что это еще и приносит удачу. Рыбы очень много, прям она гигантская. Цена такой экскурсии обошлась всего в $3 за человека, что довольно бюджетно, особенно для таких экономных туристов, как мы. Одна из остановок – это очередной буддийский храм. И здесь покоится мумия монаха, умершего 15 лет назад. И он прям в открытом доступе, то есть бесплатно можно посмотреть. Выглядит, кстати, даже не жутко, а скорее как закуска к пиву. И здесь же находится традиционное тайское кладбище, а под этими ступами хранится прах усопших. Каждая ступа – это миниатюрное святилище, куда приходят потомки, чтобы помолиться и принести подношения.
Это зеленый оазис в центре города, парк Люмпини. И рядом со мной плывет варан. Это не какая-то редкость для Таиланда, но обычно вы их видите в джунглях или в зоопарке. А тут совершенно свободно, среди людей. И давайте разберемся, откуда они тут вообще взялись. Во-первых, в парке Люмпини множество искусственных водоемов, а вараны, как истинные любители воды, нашли себе здесь уютное местечко. Во-вторых, адаптация. В Бангкоке каждый выживает как может. И вараны тоже. Но если серьезно, они сюда просто приплыли, потому что каналы Бангкока связаны между собой. Варанов тут никто не трогает, хищников рядом нет, так что они чувствуют себя как дома. Но что по поводу безопасности? Вдруг они нападут? Не бойтесь, вараны не из тех, кто будет гоняться за вами по парку. Скорее, вы будете гоняться за ними, чтобы запечатлеть их на память, так как вараны довольно пугливы. Кстати, для бега на территории парка проложены удобные дорожки. Парк окружен высокими зданиями и шумными улицами, но здесь царит удивительное спокойствие. В общем, отличный уголок покоя, если вы устали от бангкокской суеты. На этом с Бангкоком мы прощаемся и летим в другую часть Таиланда, более курортную. Это уже не наш самолет, но мы на Пхукете! Пхукет – это крупнейший остров Таиланда и самая главная точка притяжения туристов со всего мира. А пляж Май Кхао – его визитная карточка. Ведь не над каждым пляжем самолеты пролетают настолько низко. Поэтому здесь всегда много охотников за эффектными кадрами на фоне взлетающих и заходящих на посадку самолетов. Помимо оживленной посадочной зоны, сам пляж достаточно уединенный, даже дикий. Здесь нет шумных баров и лежаков, только бескрайний песок, море и редкие тени деревьев. Кстати, обратите внимание на необычное поведение воды. Несмотря на спокойное море, волны здесь очень мощные. Все дело в резком уклоне дна. Вода накатывает на берег, а затем стремительно уходит обратно в море узкими и сильными потоками, создавая эффект тянущих волн. Вдоль пляжа расположена территория одного из крупных резорт-отелей, но это не мешает свободному проходу, ведь все пляжи в Таиланде государственные, и доступ к ним открыт для всех. И что удивительно, тут еще и парковка бесплатная. Но давайте поговорим про остров и почему он так популярен. Да потому что тут охуенно! Упс, пищалка закончилась. Мы туристы, поэтому остановились в самом туристическом месте – Патонг-Бич. Слово «Пхукет» происходит от малайского слова «букит», что означает «холм» из-за гористой местности. Остров весь состоит из перепадов высот, что делает его рельеф очень живописным. А слово «малайское», потому что давным-давно Пхукет входил в сферу влияния малайзийских султанатов, и до сих пор на Пхукете можно встретить малайские общины и увидеть влияние малайской культуры даже в религии, ведь малайцы исповедуют ислам. Аллах Акбар. Что до пляжа Патонг, он довольно протяженный и чересчур многолюдный. Зато здесь полно развлечений на воде и всегда найдется, чем себя развлечь. Сам же Патонг, по сути, крупный туристический центр, который выглядит как небольшой городок, но официально является лишь районом острова. Здесь есть все для классического отдыха – пальмы, пляжи и массажи. Кстати, знаете, чем отличается тайский массаж от вьетнамского? Во Вьетнаме массаж делают на голое тело с использованием масла и скользящими движениями разминают мышцы. И это прекрасно. А в Таиланде массаж с окончанием. Савадика! О, ничего себе!
Так вот что это значит. А если серьезно, то это офигенный массаж. И делается он на сухую. Тебе дают переодеться в такую вот одежду. Предварительно на входе помыв ноги. А затем начинается и сам массаж, где тебе будут давить на разные точки и растягивать конечности. Тут тебя всего поминают. Я весь исхрустелся. Ощущение потрясающее. Просто как пластилин в этих сильных руках. Само действие происходило не на массажной кушетке, а на вот таком вот матрасе. А теперь поговорим про майтай. Да нет, не про коктейль. Майтай – это тайский бокс, и это самый популярный вид единоборств в Таиланде. По всему Пхукету разъезжают промоутерские машины с громкоговорителями, зазывая туристов на поединки. Майтай называют боем 8 конечностей. Бойцы могут атаковать не только кулаками, но и локтями, голенями и коленями. Само название майтай переводится как «свободный бой», и для многих тайцев это не просто спорт, а настоящая работа. Тайцы отдают детей на тренировки с 2 лет, и к 15 годам они часто становятся уже и чемпионами. И коктейль вкусный. Батонг – центр активной ночной жизни, а это его главная артерия – Бангла-Роуд, местная улица красных фонарей. При свете дня тут незрачно, но как только солнце садится, здесь становится даже развратнее, чем в Бангкоке. В целом здесь то же самое, что и в Бангкоке, разве что проститутки посимпатичнее. Придумал, как можно снимать проституток, чтобы никого не триггерить. Для этого буду использовать дрон и ходить с ним в руках. Я гений. Несмотря на славу Таиланда как мировой столицы секс-туризма, проституция здесь де-юре запрещена. Но де-факто на таких улицах, как Бангла-Роуд, представители древнейшей профессии чувствуют себя вполне комфортно. Впрочем, кажется, что запретов здесь вообще не существует. На каждом шагу тебе предлагают стриптиз-клубы, пинг-понг-шоу, стрельбу из настоящего оружия и, конечно, вещества, выходящие за рамки легализованных. Все это может шокировать, но лично меня больше удивляет то, что некоторые родители спокойно берут сюда детей. Подожди. Я что, арестовывают? Да. Или договариваться о групповой скидке. А тут мужчина договаривается на какие-то извращения, показывая картинки порнографического содержания. В общем, кругом один разврат. Даже Человек-паук тут выглядит так, будто сбежал из неправильной мультивселенной. А еще здесь популярны шоу трансвеститов, да и просто фото с ними на память. По Бангла-Роуд пройти мимо не получится. Не успеешь заметить, как в твоей руке окажется пиво. А ты уже сидишь за столиком и произносишь тост. За Таиланд! А теперь поговорим, почему в Таиланде так много трансвеститов. Как ни странно, первая причина – это буддизм. Дело в том, что в буддизме есть понятие третьего пола. А еще там нет осуждений. Плюс доступность операций по смене пола. Но даже в такой стране, как Таиланд, трансгендеры сталкиваются с дискриминацией в трудоустройстве за пределами сфер туризма и развлечений. Так как здесь отсутствует полное юридическое признание смены пола. Возможно, это изменится в будущем, потому что раньше нельзя было торговать и травкой, а теперь ее продают на каждом шагу. За пределами Бангла-Роуд по дорогам Патонга снуют тук-туки. Но в отличие от бангкокских, которые больше похожи на мотоциклы с прицепом, здесь это мини-фургончики. Но что их объединяет, так это тюнинг. Как я обожаю эти ядовито яркие тук-туки. Они просто задают здесь атмосферу. Каждый такой фургон – это уникальный арт-объект. Их переделывают кто во что горазд, но особое внимание уделяют звуку, чтобы кузов содрогался от басов. В общем, весь Патонг ночью – это вечеринка. Блин, как же этот тайский хип-хоп чувствует. Но если вам не нравится шум и толпы туристов, всегда можно арендовать байк и поехать на другие пляжи. Аренда этого байка обошлась нам в $9 в сутки. Мы проложили маршрут и отправились в поездку по острову.
Взяли в аренду байк и не успели отъехать от места аренды 100 метров, как нас остановила полиция. Попросили показать документы. Пока я искал их в сумке, полиция спросила, откуда мы. Я сказал, что из Болгарии. Он меня сразу же остановил, говорю, все, можете ехать. А 2 байка русских ребят, которые стояли впереди нас, получили штрафы. В Таиланде для управления байком, помимо категории А, нужны международные права. Поэтому жители СНГ без таких книжек, несмотря на категорию, часто получают штрафы. А наши болгарские права сами по себе международные. И первая наша остановка – это пляж Корон. Мы подошли поснимать здесь, прошлись по этому песку и поняли, что он немного необычный. Такое ощущение, что ты идешь по снегу, только по теплому и не тающему. И скрипит он тоже как снег. Залезли в Google и узнали, что он состоит из кварцевых частиц и не содержит других примесей, что позволяет ему лучше тереться друг от друга. Отсюда и скрип. Такого песка тут 3 километра, ведь эта береговая линия одна из самых протяженных на Пхукете. Да и пляж здесь намного чище, чем на Патонге. Но, конечно, Корон – это не только пляж. Как и Патонг, это целый район острова, но более спокойный. Его часто выбирают за удобную инфраструктуру, умеренную ночную жизнь и комфортный ритм. И не только туристы, но и экспаты, которые живут на Пхукете долгие месяцы. Здесь меньше шума и хаоса, но при этом все необходимое под рукой. А здесь любят отдыхать серферы, так как в сезон появляются хорошие волны. Пляж Ката – 3-й из 3 самых популярных пляжей Пхукета. Пляж отличается более спокойной атмосферой по сравнению с оживленным Патонгом и Короном. Здесь меньше ночных клубов и больше отелей, ресторанов и кафе, подходящих для семейного отдыха. Что удобно, все эти пляжи расположены всего в 10 минутах езды на байке. Это огромный плюс Пхукета. Расстояние между разными локациями не превышают 10-15 километров. За день можно успеть побывать на нескольких пляжах, подняться в горы и заехать в местные деревушки. Этот пляж менее популярный, но более живописный. И мы берегли себя для него. На самом деле, такие моменты для нас очень ценные, так как съемки в наших небольших путешествиях занимают много времени, и отдохнуть по-настоящему не всегда хватает времени. Пхукет – компактный остров с огромным количеством пляжей. За день не объедешь, если будешь останавливаться на каждом. С такими видами и остановками каждые 10 минут план проехать весь остров успешно провален. Так что мы сменили маршрут и отправились в самое сердце острова. А это Пхукет-таун. И в отличие от пляжных деревушек, это настоящий город и административный центр острова. Здесь нет моря, зато есть колониальная архитектура и уличное искусство. Словом, совсем другой Пхукет. Архитектура здесь очень примечательная. Здешние дома строили в китайско-португальском стиле. Слышали ли вы что-нибудь необычнее? Корни такого микса уходят в 19 век, когда Пхукет стал центром добычи олова. Китайские рабочие массово приезжали на остров за его добычей, богатели и вступали в экономические связи с Португалией. Португальцы часто посещали Юго-Восточную Азию и привезли с собой их стиль, который пришелся по вкусу богатым китайцам. В общем, впечатляющий микс с Европой и Азией. Кстати, китайский язык, ровно как и тайский, имеет тональную систему. Неверно поставил тон в слове, и получится совершенно другое значение. А почему у них письменность за корючками?
Все очень просто. Письменность кажется закорючками, потому что она заимствована из индийской письменности, которая имеет круглый и сложный стиль написания. Форма тайских букв связана с историческими причинами. При создании письменности было важно, чтобы буквы легко вырезались на пальмовых листьях, которые использовали в качестве материала для письма. Круглые и изогнутые линии меньше повреждали материал, что и повлияло на стиль написания. Не очень практично. Достопримечательностей тут немного. Вот мы поднимаемся на гору, и здесь живет куча обезьян. Они вот на нас напали, пытались отобрать батарейку, он ее даже погрыз. Капец, и что теперь делать? Не знаю, давай как-нибудь его отвлекать. Да, нашел дело поважнее. И чтобы такая ситуация не повторялась, ребята вот поделились с нами палкой. Даже самые наглые обезьяны, привыкшие воровать у туристов, обычно держатся на стороже, если видят у человека что-то похожее на дубину. Здесь чувствуешь себя в гостях, так как обезьяны на этой горе главные. Но палка здесь реально не лишняя. Они милые только на расстоянии. Подойдешь ближе и попадаешь в обезьянью версию бойцовского клуба. Или на обезьяний Бангла-Роуд. — 18+. Поднявшись на гору, мы оказались в идеальное время, как раз на закате. Отсюда открывается один из лучших панорамных видов на Пхукет-таун. Город внизу медленно загорался огнями, небо окрашивалось в мягкие оранжевые оттенки, а море на горизонте темнело, перенося нас к следующему сегменту. В перерыве между путешествиями мы несколько раз останавливались в 7-Eleven. Здесь полно разных перекусов и десертов. А еще здесь широчайший выбор готовой еды, которую тебе разогреют прямо на кассе. Даже сэндвич из пакета поджарят в специальном тостере. Со вкусом карбонары. Да, 7-Eleven очень выручает в длинной дороге. Реально вкусно. И остро. Да. Так, ну и наша долгожданная моти. Здесь очень нежное тесто, которое делается из Рисовой муки. и какая-то вкуснейшая начинка. Вот текстура просто обалденная, очень мягкая. И обязательно их нужно есть прямо вот холодными. Будем. Офигеть, как нежно. Начинка мне напомнила йогурт. Да, йогурт с джемом. Мне кажется, это самый вкусный десерт, который я пробовал в жизни. Мы еще ничего толком не сказали о еде, а здесь есть о чем поговорить, ведь это Таиланд. Так что сегмент о еде. Главное, попадая на рынок, придерживаться правила думать рационально. Мы редко придерживаемся. 2 напитка за 100 бат. Это рационально или нет, я не пойму. Как будто бы да. Хочу зеленый. Тут вот придерживают киосок, чтобы он не улетел, потому что ветер поднялся. Катя, покажи, как делают трансвеститы взрослым мужчинам из Германии. Да, надо придерживать тут. Катя, кто заказал пиво? Я заказала пиво, чтобы нас не выгнали из кафе, потому что мы заняли столик. У нас есть такая специальная насадка для пива, чтобы рука не мерзла. Это гениально. Обманщица. Да, понравилось? Да, понравилось. Мне это понравилось, потому что это как яичный блинчик из креветочками. Очень вкусное сочетание, и все похрустывает. Very spicy. Very spicy. Like spicy. Мы встретили корейцев, покупавших устрицу с самым острым тайским соусом. А потом они вдруг заговорили на русском. В общем, как они сами рассказали после, они советские корейцы. Прямо как Цой. Блин, может тоже попробовать прям very spicy? Попробуй, пойдет. Как видите, долго я не раздумывал. Блин, он даже пахнет дьявольски, короче. О, ну погнали. И эта устрица устроила настоящий взрыв в моем рту. Невероятная острота подстегнула вкусовые рецепторы. Морская солоноватость устрицы, кислинка лайма и сладость икры – все соединилось в одном ярком моменте. А после пришла жгучая боль.
Горит. Горит, что пи***ц. Но, мне кажется, я ничего в жизни вкуснее не ел. Вот здесь все ингредиенты, они настолько максимальные вообще вот по вкусу. До сих пор горит очень сильно. Очень похоже. Короче, мне больно, когда я не пью. Эта устрица разделила мою жизнь на до и после. Как я ел тайский том-ям до. О, блин, жесть. Остро. И как после. Итак, мы заказали 3 блюда тайской классики. Это грин-карри, папайя-салат и том-ям. Видимо, большинство заведений адаптировало свою кухню для туристов, потому что я пробую вот грин-карри, попросил спайси. Ну, немножко спайси. А мне просто все очень остро. А так очень-очень вкусно. Мне кажется, бульон здесь даже вкуснее, чем у том-яма. Из ингредиентов здесь есть курица, гуава, болгарский перец, базилик и стручковая фасоль. Парочку моих комментариев о папайя-салате. Здесь сырые креветки, как мы выяснили, рыбный соус. И я не понимаю, что из этого с папайя. Where is papaya? Papaya salad is this one. This is papaya? Yeah, papaya. В общем, это все не капуста с морковкой, это недозревшая папайя. Самое время дать рецензию. Папайя-салат говно или годно? Говно. Да, поспорить с этим сложно. А теперь десертики. Я хочу персик и карамель, чтобы был. Еще кокос дают попить. Это кокосовая вода. В общем, это кокосовое мороженое на кокосовом молоке и с добавлением стружки кокоса. Вкус восхитительный. Как же эта женщина смотрит на еду. Посмотрите на нее. Какие глаза. Еще один тайский десерт – это роти – жареные лепешки, напоминающие блинчики с различными начинками. А тут манго с клейким рисом. Тоже безумно популярный десерт в Таиланде, но по поводу него наши мнения разделились. Нет, не зашло. Не зашло? Блин, мне вообще очень понравилось, очень вкусно. Вот, этот таец уговорил нас попробовать акулу. Ты сам себя уговорил. И меня тоже. Вот, нарезает. Акула по вкусу напомнила тунца, только экзотичнее. Но не так экзотичная, как этот мечехвост. А эти морские гады – это живое ископаемое. Им около полумиллиарда лет, то есть они старше динозавров. И сохранились неизменными до наших дней. Его мясо неотличимо от мяса краба, и есть там особо нечего. И, пожалуй, на этом сегмент о еде окончен. Одна из наших остановок получилась довольно спонтанной. Мы увидели баннер со слонами и решили посмотреть, что здесь такое. И в отличие от туристических мест, где на слонах катаются, здесь за ними ухаживают. Многие из этих слонов как раз попали сюда из мест, где им приходилось много работать. Катать туристов, либо толкать деревья на лесозаготовках. Так что теперь они на заслуженной пенсии. Говорят, слоны ничего не забывают и помнят других слонов и других людей спустя долгие годы. Не то что я. Я забыл, что нужно говорить дальше. Но у меня и мозг не 5 килограмм. Можно понять. В слоновьем хоботе 40 тысяч мышц, а у человека всего 600. Представляете, он может поднять даже монетку с пола. И вот мы соблазнились их помыть. Ответственный туризм! Купание происходит в 3 этапа. Первый – это скрабирование глиной. Мы набрали глину и натирали ей слона со всех сторон. И кажется, особенно эта процедура нравится слоненку. На этом моменте Катю чуть не накрыла содержимым слоновьего желудка. Блин, я еще это и заснял. Короче, это просто какой-то невероятный опыт. Улыбка не сходит с шеи, они такие миленькие, и в то же время у них шкура прям очень жесткая и вся в ворсинках. Пошли дальше.
Второй этап мытья, используя шланги с водой, нужно смывать глину с их кожи и освежиться самим на палящем солнце. А затем третий этап – чистить слонов щетками в водоеме. Блин, это было офигенно. По сути, мы сделали чужую работу за деньги, но ощущения просто непередаваемые. Особенно, когда слон засосал нас в щеку. Это вообще одно из самых ярких впечатлений моей жизни получилось. Но, к сожалению, даже в таком райском месте, как Таиланд, происходили ужасающие события, жутким напоминанием о котором являются эти знаки по всему Пхукету. В 2004 году Таиланд пережил одну из самых страшных трагедий в своей истории. 26 декабря в 7 утра произошло подводное землетрясение магнитудой 9,3 балла у западного побережья острова Суматра в Индонезии, вызвав колоссальное цунами, поразившее 14 стран, включая Шри-Ланку, Индию, Таиланд и Мальдивы. Волны пересекли весь океан и даже достигли восточного побережья Африки. Это было самое смертоносное цунами из всех известных. Первыми удар стихии приняли на себя Индонезия и город Банда-Ачех. Волна высотой более 15 метров стерла с лица земли огромную часть города и унесла свыше 170 тысяч жизней. А следующим на очереди был Таиланд. Через 45 минут после удара по Суматре цунами достигло юго-западного побережья страны. Первые разрушительные волны пришли в район Каолак на материковой части. Здесь вода поднялась до 10 метров, затопив пляжи, отели и жилые районы. У людей, находившихся в этот момент у берега, практически не было шанса спастись. Волны проникли вглубь суши на сотни метров, а местами до 2 километров, унося за собой все – бетон, металл, мебель, автомобили, линии электропередач. Даже отступая, вода оставалась смертельно опасной. Мощные потоки уносили людей и разрушенные конструкции обратно в океан. На побережье Каолака в то утро погибло более 4000 человек. В сумме число погибших в Таиланде составило около 8500, большинство из которых – туристы из 40 стран мира. На острове Пхукет цунами было особенно обманчиво. Вода прибывала как при сильном наводнении, но ее уровень рос очень быстро. Сильнее всего пострадал пляж Патонг, который и тогда являлся наиболее популярным туристическим районом острова. После трагедии в Таиланде были развернуты мобильные морги для опознания жертв. Тысячи специалистов из разных стран приняли участие в идентификации погибших, что оказалось крайне сложной задачей из-за сильной жары, быстрого разложения и обезображенного состояния тел. Впервые в мировой практике при массовой катастрофе основным методом идентификации стал ДНК-анализ, позволяющий установить личности множества жертв, несмотря на отсутствие документов и внешних признаков. Эта катастрофа стала переломным моментом для мирового сообщества в осознании важности систем раннего предупреждения и международного сотрудничества. Ранее не было технически возможно эффективно мониторить Индийский океан. Теперь власти Таиланда совместно с учеными со всего мира установили крупную глубоководную систему для раннего выявления цунами, а при угрозе бедствия оповещение происходит за несколько часов до начала катастрофы. Также была улучшена инфраструктура для предотвращения подобных последствий стихии в будущем и отработана система эвакуации людей подальше от гигантских волн. Пхукет хоть и значительно пострадал, но среди островов Таиланда сильнее всего воздействие цунами почувствовал Пхипхидон, где природная катастрофа разыгралась с особой жестокостью. Остров Пхипхидон очень сильно пострадал во время цунами 2004 года, в особенности его деревня, которую цунами накрыло с двух сторон. Цунами пришло с двух сторон одновременно. Обойдя горы с севера и юга, волна обрушилась на низменность, а высокие скалы только усилили ее разрушительную силу. Всего за несколько минут стихия уничтожила дома и отели и унесла жизни более 1500 человек. Остров еще долгое время восстанавливался после этой чудовищной катастрофы, став живым напоминанием о силе природы. Пхипхидон стал символом возрождения после трагедии. Несмотря на страшное прошлое, остров продолжает притягивать туристов со всего мира. Вся инфраструктура восстановлена. Здесь работают новые отели, рестораны и дайвинг-центры. Остров стал еще более популярным, благодаря своей невероятной природе, изумрудному морю и белоснежным пляжам. На острове проживает всего 400 человек местных жителей, и здесь запрещен транспорт, кроме таких вот гольф-каров для медработников. Видимо, не только для медработников. Но нужно отметить, что ездить здесь особо некуда, и жилую часть острова можно обойти всего за полчаса. По
попали на Пипхидон мы на лодке в составе экскурсии. Нас забрали из гостиницы рано утром и отвезли на пристань, где мы встретились с нашей группой. Это был инструктаж, на котором нам навалили немного спойлеров. И вот мы идем заселяться на лодку. Лодка достаточно быстрая, но даже на ней мы добирались до архипелага Пхипхи целый час. И плыли мы сюда ради этого. Архипелаг Пхипхи состоит из двух крупных островов. Второй остров называется Пхипхилей, и на нем расположена легендарная бухта. Место, которое представляешь при упоминании Таиланда. Бухта Майя-Бэй была закрыта 4 года из-за мусора. Причиной закрытия этого райского места стало повреждение экосистемы из-за массового туризма. Правительство Таиланда в 2018 году приняло решение временно закрыть бухту, чтобы восстановить природу. До закрытия бухту посещали ежедневно 5000 туристов. А мусор от них привел к гибели 50% коралловых рифов и нарушению экосистемы. В течение 4 лет экологи занимались пересадкой кораллов и очисткой бухты. Закрытие бухты позволило вернуться редким видам животных, таким как черноперые акулы. Этот вид акул важен для рифов, так как контролирует популяцию морских рыб. В 2022 году бухта была открыта вновь, но с жесткими ограничениями. Туристам запрещено плавать в бухте, максимум зайти по колено, а число посетителей ограничено, и все визиты строго контролируются. Но почему этот пляж такой популярный, спросите вы? Потому что здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Хоть фильм довольно средненький на наш взгляд, но он открыл для миллионов людей этот живописный кусочек рая. Лодки больше не могут причаливать прямо на пляж, как было раньше. Вместо этого высадка осуществляется с другой стороны острова. Отличный пример того, как массовый туризм может быть урегулирован в пользу экологии. Экскурсия также включает в себя плавание с другой стороны Пхипхилей, в бухте с бирюзовой водой, и остановку вдали от берега для снорклинга и созерцания местных рыбок. После купания можно быстро смыть с себя морскую соль душем. Все для вашего удобства. А здесь финальная остановка – Бамбуковый остров. Правда, обойдя полуострова, никакого бамбука мы здесь не нашли. Но пляж действительно красивый и потрясающий цвет воды. И вот наше путешествие подошло к концу. Но тепло, экзотика и ощущение свободы останутся с нами надолго. Ведь главное в путешествиях не просто места, которые вы посетили, а моменты, которые вы пережили. Отсюда действительно сложно уезжать. Но мир такой большой, и впереди еще так много дорог. И мы с вами встретимся на них. Оставайтесь с нами.